Сегодня готовлю просто сказочно вкусный десерт всего из 3 ингредиентов. Без выпечки, без желатина и без яиц. Все очень быстро и просто, как вы любите. И если у вас есть 100 грамм клубники, срочно готовьте этот божественный торт без выпечки. Всем привет! Вы на канале Готовим дома. Меня зовут Олеся. Я рада всем моим любимым зрителям и, конечно, новым подписчикам. Не забудьте сохранить рецепт и делитесь с друзьями. Беру 4-5 ягодок клубники и нарезаю вот такими симпатичными ломтиками. Эта клубника пойдет на украшение формы для нашего торта. Форму застилаю пищевой пленкой и украшаю бока формы клубничками. Здесь вы, конечно, можете проявить творчество и креативность и выложить клубнички, как вам подскажет ваша фантазия. Также положу несколько клубничек на дно формы. Посмотрите, какая красота получается, правда, друзья? И 100 грамм клубники нарезаю произвольно и измельчаю при помощи блендера. Вот такое красивое яркое пюре у нас получилось. Пюре отставляю в сторону. В чистую миску наливаю 500 мл сливок жирностью 33%. Сливки обязательно охладите перед взбиванием. В охлажденном виде они очень быстро и хорошо взбиваются. Взбиваю на средней скорости миксера, пока на поверхности сливок не начнет вырисовываться четкий рисунок от миксера. Посмотрите, какая нежная и гладкая консистенция у сливок. Самое время добавить 270 грамм сгущенки. Добавляю все сгущенное молоко сразу. И во все свои десерты я люблю добавлять ложечку ванильного экстракта для божественного ванильного аромата. И все хорошо перемешиваю до однородности. Получился вот такой воздушный и нежный крем. И он настолько вкусный, самое сложное не съесть весь крем просто так, ложками в процессе приготовления. Теперь в клубничное пюре добавляю примерно третью часть взбитых сливок со сгущенкой. Хорошо перемешиваю. И выкладываю поочередно в форму белый и розовый крем. Приготовь, поделись, подпишись. Заполняю форму кремом до верха. И если вы захотите, можете выложить слой печенья. Десерт уже практически готов. Осталось убрать его в морозилку на несколько часов. Я еле дождалась, пока можно будет полюбоваться и попробовать. Достаю торт-мороженое из формы и переворачиваю на блюдо. Друзья, торт получился очень вкусный, в меру сладкий и готовится очень быстро и просто, вы сами в этом убедились. Обязательно попробуйте, он получится у всех. А вам понравился торт-мороженое? Будете готовить? Напишите в комментариях. И обязательно сохраняйте рецепт, чтобы не потерять, и делитесь с друзьями в соцсетях. И, конечно, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить мои новые вкусные видео.
С вами была Олеся на канале Готовим дома. Скоро увидимся! А какой клубничный аромат стоит! Просто фантастика! Наконец-то лето пришло, правда, друзья?